Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт с бананами. Он очень вкусный и несложный в приготовлении. Такого торта получается много и хватит на большую компанию. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит для торта. В сито насыпаем 300 грамм муки и просеиваем ее в миску. Сюда же к муке просеиваем 3 столовых ложки какао. Добавляем 2 чайные ложки с небольшой горкой разрыхлителя. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Начинаем их взбивать и постепенно насыпаем 200 грамм сахара. Яйца с сахаром взбиваем примерно 3 минуты до плотной пены. В эту массу наливаем 250 мл молока и 120 мл растительного масла без запаха. Все недолго взбиваем. Сюда же насыпаем сухую мучную смесь. Все перемешиваем до однородности. Готовое тесто выливаем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Размер моей формы 26 на 39 см. Тесто разравниваем по форме. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем в режиме вверх плюс низ примерно 35 минут. Бисквит испекся, готовность проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухой. Бисквиту даем остыть. Пока остывает бисквит, готовим крем для торта. В кастрюлю насыпаем 70 грамм муки, 1 столовую ложку крахмала и 100 грамм сахара. Все перемешиваем. Сюда же наливаем 600 мл молока и разбиваем 1 желток. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая венчиком. Если этого не делать, то крем пригорит ко дну. Когда крем загустеет и начнет кипеть, варим еще примерно полминуты и снимаем с огня. Сразу же в горячий крем добавляем 50 грамм сливочного масла и наливаем примерно 1 столовую ложку ванильного экстракта. Перемешиваем крем венчиком до однородности. Вместо ванильного экстракта можно добавить 10 грамм ванильного сахара. Крем готов. Бисквит уже остыл, вынимаем его из формы и снимаем пергаментную бумагу. Также с бисквита срезаем верхнюю корочку. Бисквит кладем обратно в форму, в которой он выпекался, и пропитываем его молоком. Мне понадобилось примерно 100 мл молока. На подготовленный бисквит выкладываем еще горячий крем. Равномерно его распределяем по коржу. Бананы разрезаем пополам. Лучше использовать более длинные бананы. Половинки бананов выкладываем сверху на крем. Всего для торта мне понадобилось 6 бананов. Готовим шоколадную глазурь. В чистую сухую миску ломаем 170 грамм черного шоколада. В сотейник наливаем 200 мл сливок жирностью 33%. Ставим их на плиту. Сливки доводим примерно до 50-60 градусов и снимаем с огня. Сливки не должны закипеть. Разогретые сливки наливаем в миску с подготовленным шоколадом. Размешиваем шоколад со сливками до однородного состояния. Когда практически весь шоколад растопился, добавляем к нему 30 грамм сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. Шоколадной глазурью поливаем весь торт сверху. Сначала глазурь наносим с помощью ложки на бананы. Когда все бананы будут покрыты глазурью, аккуратно распределяем оставшуюся глазурь между бананами. Украшаем торт. В мисочку ломаем 50 грамм белого шоколада. Я использую карамельный белый шоколад. К шоколаду наливаем примерно 1-2 столовые ложки молока или сливок жирностью 10%. Топим шоколад в микроволновке по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Шоколад должен получиться не сильно жидким. Растопленный шоколад перекладываем в кондитерский мешок.
Сверху на каждый банан наносим полосками белый шоколад. 30 грамм фундука измельчаем ножом. Вместо фундука можно использовать грецкий орех, миндаль или арахис. Измельченными орехами посыпаем торт в промежутках между бананами. Торт ставим в холодильник застывать. Чтобы застыть, ему достаточно 1 часа, но можно оставить и дольше. Торт с бананами получился необычным и очень вкусным. В нем отлично сочетается влажный шоколадный бисквит с нежным заварным кремом и свежими бананами. Готовится торт недолго и получается его много. Такой торт отлично подойдет как на праздник, так и для семейного чаепития на каждый день. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.